Приехала ко мне вот такая шляпа, и я бросаю ей вызов. Смогу ли я починить это безобразие с помощью говна и палок? Смотри мою реставрацию, если заинтересовала судьба этого хлама. Какой формат починки ты бы смотрел? Подробный разбор в формате полного видео или быстрые шорты по типу было-стало? Все зависит от тебя. Пожалуй, начнем с разбора наушников. Как только я взял их в руки, у меня мелькнула одна единственная мысль. Господи, да что ж с вами делали? Оголовье сломано, крепление чашки держится на честном слове суперклей, скорее всего даже просто на вере в чудо. Амбушюры – дешевые китайские аналоги, а металл на креплениях потерт до такого состояния, что больше напоминает старую ржавую кастрюлю. Короче, диагноз неутешительный. Но мы ведь не из тех, кто просто берет и сдается, верно? Так что будем реанимировать эту жертву рок-н-ролльной жизни. За что я вообще люблю эти наушники, так это за их ремонтопригодность. Да-да, в отличие от многих современных одноразовых гаджетов, здесь можно все починить без особых вложений. А так как это моя цель, использовать только то, что есть в доме, то это тот еще вызов. Ну что, друзья, погнали. Пожалуй, начнем с разбора наушников. А пока я их разбираю, расскажу, в чем соль. Как вы видели из вступления, то у нас есть три основные задачи. Первое – это сломанное оголовье. Второе. Разбитое крепление на чашке, которое прошлый владелец присобачил на суперклей, и то оно держится на соплях и не складывается. Третье. Это сам внешний вид. Видно, что амбушюры были менены на китайские, которые не самого хорошего качества. Пластик местами в ссадинах от падений и металлические крепления обдерты и поржавели. Страшно подумать, что же они пережили. А так как я собирался вложить в них ремонт только то, что есть в доме, не потратив ни гроша, то я думаю, вам это будет интересно. В общем, начнем ремонт из говна и палок. И будем идти по списку. Ремонтируем оголовье. Так как оно лопнуло, четко по центру, вытащить его будет просто. Чтобы заменить металлическую деталь, я взял обычную спицу с велосипеда и выгнул ее по нужной нам форме. Подрезал ее плюс-минус по размеру старой детали. Вынул провод, чтобы случайно не повредить, мало ли, и запихнул в пластиковое ложе. Благо, оно супер гибкое, и я с небольшими трудностями попал, и пришлось совсем немножко подрезать, буквально там сантиметр, чтобы спица идеально вошла в пазы. Надеюсь, ускоренный процесс не сильно режет вам глаз, но думаю, вы бы не хотели 20 минут смотреть, как я борюсь с оголовьем. Итак, полдела сделано, погнали дальше. Мне нужно было подготовить крепление к восстановлению и убрать старый слой суперклея, который очень мешал, не давая штифту ровно стать в пазы. Да и сам штифт был залит клеем, с которым ремонт невозможно было продолжить. Ну а потом пришлось очистить чашку от грязи и странного запаха, как будто их залили дезиком. В общем, без спирта никуда. Ох, сколько же я потратил ватных дисков, чтобы очистить залипшие кизяки. Ладно. Теперь нам нужно снять крепление, которое держит дужку. Для этого нужно приложить некоторые усилия. Зажмем деталь в пассатижах и, покачивая челночными движениями, аккуратно выдавливаем деталь вверх. Вы сейчас скажете, мол, чего бы просто-напросто не поднять ее из-под низу и не выдавить. Но есть вероятность того, что пазы дужки, в которой эта деталь, могут сломаться, а это нам не нужно. После того, как крепление было снято, я продолжил разбирать чашку, открутив болтики, которые держали металлическую деталь крепления. Она была не в лучшем состоянии, вся поржавевшая и затертая. Восстановить покрытие было невозможно в моем случае, поэтому я принял решение снять его вообще и продолжить чистку деталей. Тут тоже пришлось повозиться, так как много мелких впадин и отверстий. Также нужно было доочистить суперклей. Блин, никогда бездумно не заливайте такие поломки клеем, даже если срочно нужно подчинить, потому что временный ремонт обычно делается до того момента, пока ты нахрен не выбросишь это все из-за того, что оно просто распалось на атомы. Короче, много времени пришлось потратить только на очистку и подготовку. Наконец-то подготовка окончена и можно делать каркас будущего куска детали, что отломалось. Для этого мне понадобится скрепка. Выбрал ее не полированную, а самую простую из черного металла, чтобы была лучшая цепкость. Дальше, сняв со скрепки оболочку, я начал делать форму каркаса по форме целой части дужки, скручивая, накручивая и подрезая кусочки скрепки, чтобы все было идеально. Могу сказать заранее, что таких заготовок нам понадобится 2 штуки. Затем, самое опасное – это правильно установить каркас. С помощью зажигалки я нагревал и сразу прижимал пассатижами скрепку, чтобы она точно стала и не испортила пластик. Могу сказать, что в зажигалке очень быстро кончился газ и пришлось идти на кухню и греть скрепку уже на газовой комфорке. Так и быстрее, и менее затратнее. А теперь самое интересное. Нам понадобится суперклей. Да, именно тот, который нам до этого очень мешал. Но тут я буду использовать его по назначению, а не на тяп-ляп. Мне понадобится ватный диск. Лучше сразу покрасить его в черный цвет. Эта идея ко мне пришла потом, ну не суть. Что делать? Нужно подрезать ватный диск на полоски.
запихнуть его в каркас, постепенно заливая суперклеем и трамбуя его, создавая большой кусок застывшей ваты. Звучит тупо, но понятно. Важно не оставлять просветов и делать это слоями до того, как глыба полностью застынет. В общем, результат налицо. Предупреждаю. Самое сложное будет достать потом штифт, так что будьте готовы к трудностям. Можете его смазать, не знаю. Я просто мучился, выскабливая его из заготовки. Ну а как достанете его, то потом останется только шлифануть деталь до приемлемого состояния. Этот процесс я не записал, так как он долгий и муторный, так что смотрите сразу результат. Параллельно восстановленной петле я отполировал металлические ушки, что натолкнуло меня на мысли для будущего дизайна этих наушников, про что я расскажу потом. Ну а если вы догадались, кому посвящен этот дизайн, то пишите в комментариях. Ну я покажу, как правильно собрать чашку обратно. Важно не перепутать верх и низ креплений, чтобы потом при разборке ненароком не сломать все к чертям. В принципе, на видео, думаю, понятно, как именно нужно все собирать. И это можно сделать без дополнительных инструментов, просто защелкнул крепление пальцами. Дальше я покажу, как заменить косметику на чашке. Она, в принципе, была еще более-менее в нормальном состоянии, но кожзам в уголке уже начал облазить, так что лучше сразу заменить, чтобы не переделывать. Как-никак вся ткань уже рассыпалась на молекулы. Для начала разберем чашку. Как снять логотип, видос где-то посеян, но по факту его нужно просто выдавить из внутренней стороны чашки, так как он просто впаян. Нужно осторожно выщелкнуть каждую ножку, и он сам выпадет. Затем по углам, где красный клей, нужно отщелкнуть рамку и тоже ее снять. Ну а потом просто отклеить кожзам с чашки. В принципе, проще простого. Потом все очистить от грязи и обезжирить. Далее подготовим новый материал. Нужно тупо обвести рамку, которую мы вытащили из чашки, на ткани. Вырезать ее и обшмалить края, чтобы не сыпались. Готовим чашку к поклейке, обезжиривая ее ацетоном, чтобы клей лучше хватался. И как высохнет, по всей плоскости обмазываем ее резиновым клеем. Можно и двухсторонним скотчем, кому как удобно. Ждем подсыхания, чтобы клей не просочился через ткань. И ровно приклеиваем, ржечно продавливая ткань в месте, где крепится логотип, и уже с центра проглаживаем все к краям. И крепим рамку обратно. Теперь нужно проделать отверстие в ткани под места крепления логотипа, чтобы при его обратной установке ножки не погнулись и он ровно стал в пазы. Сам логотип лучше немного придавливать, чтобы он точно защелкнулся и не отпал. Как видите, вот такой вот результат. Выглядит очень даже неплохо. Теперь приступим к созданию амбушюр. Это дело муторное, но как по мне оно того стоит. Так как, чтобы заменить амбушюры даже на китайские, более-менее адекватного качества, нужно выложить от 250 гривен плюс доставка. Короче, как по мне, оно того не стоит. А пока напишите в комментариях, нужно ли так запариваться, или вообще выбросить этот хлам, что сыпется, и взять свеженькую модель наушников. Ну, а пока я разобрал амбушюры, пришло время к медитативному просмотру подготовки выкройки. Я уже заготовил себе макет для вырезки, так как достаточно часто делаю их для знакомых под заказ. И если интересно, могу поделиться ими, если угостите меня кофе. А так можете просто сами снять мерки со своих старых амбушюр. После того, как все было обведено и вырезано, у меня пропало желание снимать весь процесс, так как он муторный, долгий, памяти мало на телефоне. Могу сказать только то, что можно прошить их вручную, так и на машинке. Или же отнести заготовки в ателье, где вам их пришьют мастера своего дела. Я же сшивал сначала все детали вручную, а потом уже закреплял их на машинке. Далее можете посмотреть последовательность пришивания и приклеивания на основу, принцип которого точно такой же, как приклеивание ткани на чашку. После создания амбушюр я совсем немного покажу, как делалось оголовье, там по сути 2 строчки, так что ничего интересного нет. Скажу только то, что по краям нужно сделать завороты после прошивания основы. Ну и финальный результат. Вот, вживую они выглядят, конечно, куда лучше, чем на видео и фото, но все равно. Так что благодарю за просмотр, даже если видео моталось, так как тут, наверное, много неинтересных моментов, и надеюсь, вы нашли ответы на свои вопросы. Переходите на мой второй профиль, где я делюсь рисунками, и если интересно, то следите за развитием. Надеюсь, я найду еще несколько наушников, чтобы опробовать новые дизайны, а вы, возможно, захотите их приобрести. Поддержите комментом, лайком, или можете отдать ваши старые наушники, если вам не нужны, я постараюсь дать им шанс на вторую жизнь. И по поводу дизайна. Я решил сделать их в стиле Альянса из Warcraft 3. Как вы думаете, подходит он для этой фракции или нет?